Здравствуйте! 25 марта 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем обращении к нации сказал, что проценты по депозитам с банковских вкладов тоже обложат 13% подоходным налогом. Но в том случае, если суммарный объем инвестиций человека превышает 1 миллион рублей. По его словам, эта мера затронет лишь 1% всех вкладчиков. Введение налога на доходы по крупным вкладам даст бюджету примерно 113 миллиардов рублей в год. Такая инициатива вызвала большое количество вопросов, и мы отвечаем на них. Первый вопрос. Этот налог на время из-за коронавируса или он навсегда? Налог вводится навсегда. Он является бессрочным, теперь вы его будете платить всегда. Второй популярный вопрос. Когда будет введен этот налог? Для введения нового налога на доходы по депозитам потребуется изменить налоговый кодекс. По действующему законодательству новые налоги, которые ухудшают положение налогоплательщика, должны вводиться не ранее 1 января года, следующего за изменением. В нашем случае это 1 января 2021 года. То есть налог начнут взимать в 2022 году. А первые уведомления о его уплате будут касаться процентных доходов, полученных в 2021 году. Третий вопрос. Будет ли налогом облагаться сам депозит, то есть сумма 1 миллион рублей? Нет, не будет. Налогом будут облагаться только доходы с самого депозита. То есть представьте, что у вас есть депозит в 2 миллиона рублей под 5% годовых. С 1 миллиона вы получите доход в 50 тысяч рублей. Он, как и раньше, будет освобожден от НДФЛ. С процентов со 2 миллиона, также 50 тысяч рублей, банк удержит НДФЛ в размере 6500 рублей. Четвертый вопрос. Если я разобью на части свои депозиты, например, по 900 тысяч рублей, то тогда надо будет платить налог? Нет, все равно налог вам платить придется. Облагается налогом ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. И не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады на части. Пятый вопрос. Как будут вычислять тех, у кого есть миллионы рублей на депозитах сразу в нескольких банках? Вот это пока не ясно. Ведь в настоящий момент банки не обмениваются подобного рода информацией. Но, скорее всего, к 2022 году будет создан межбанковский хаб, куда банки будут передавать информацию по депозитам. И, исходя из поступающей информации, и будет рассчитываться конкретная сумма для удержания с дохода. Следует отметить, что данный законопроект будет внесен в Государственную Думу до 4 марта 2020 года. И тогда мы точно узнаем, чего ожидать от нового налога. Если у вас есть более точная информация по вводимому налогу, то напишите, пожалуйста, нам комментарий. Поделитесь информацией, может, мы где-то ошиблись. Также интересно ваше мнение по новому налогу и действительно ли он поможет привлечь дополнительно деньги и поддержит нашу экономику. Если информация была вам полезна, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть следующие выпуски первыми.